Еще со времен, когда первый раз поиграла в Mass Effect 2, я бесповоротно влюбилась в жанр научно-фантастических RPG и не могу пройти мимо RPG-игры в космосе. Боже, да я даже в Mass Effect Andromeda поиграла. Поэтому я, естественно, не могла пройти мимо первой Outer Worlds, так же, как и сейчас я не смогла пройти мимо Outer Worlds 2. Сразу оговорюсь, что я не возлагала никаких надежд или ожиданий к данной игре, хотелось просто потыкать, ну так, на один раз. Первую часть многие, как и я, любили за яркий стиль и юмор, но ругались за короткий сюжет и поверхностные квесты. И, как нам обещали, вторая часть должна была стать исправлением всех этих ошибок. Ну, и частично стала. С одной стороны масштабнее, красивее, диалоги на месте, сарказм и ирония присутствуют. С другой стороны, что-то потерялось. Как будто Outer Worlds 2 сама попала под действие своей сатиры. Рекламы много, а суть где-то не здесь. Да, игра все еще хорошая. Честно, местами даже отличная, но в ней, очевидно, чего-то не хватает. Игра ведет себя слишком осторожно и беззубо для сиквела, который когда-то обещал нам раздвигать границы. И если в первой части Obsidian нам говорили, что свобода выбора — это иллюзия, то во второй Obsidian как будто говорит: да и что с того, главное, ну чтобы красиво выглядело. Так что я предлагаю сегодня потыкать и пообсасывать новую игру Obsidian Outer Worlds 2. Я буду тут обсуждать сюжет, так что внимание, дальше будут спойлеры. Если вы не хотите знать, что случится в игре, просто выключите звук и смотрите, как я рисую 30 минут и делайте вид, что все понимаете. Добро пожаловать в папочку с лором, уютное место, где видеоигры становятся поводом подумать и немножечко испугаться. Сегодня, к сожалению, пугать нас будет только отсутствие оптимизации и проблемы сюжета. Глава 1. Сюжет. Итак, предлагаю начать сразу с тяжелой артиллерии, с сюжета. Outer Worlds 2 начинается с того, что ты агент земной директории. Я, как обычно, играла в английской озвучке, так что заранее извините, если где-то не совсем верный перевод, я думаю, мы все равно друг друга поймем. Твоя цель — разобраться с разломами, рифтами в ткани пространства и времени, которые угрожают колонии. Действие переносится в систему Аркадия, находящуюся в состоянии войны. Ситуация накалена, 3 мощные фракции борются за контроль. Протекторат — авторитарное правительство, контролирующее сверхсветовое перемещение. Тетушкин выбор — мегакорпорация, образовавшаяся из слияния 2 брендов из предыдущей игры, стремится к монополии над системой. Орден Вознесения — религиозно-научный орден, который верит, что Вселенная управляется математикой и хочет использовать ресурсы Аркадии для новой эры человечества. Ну и параллельно где-то существует Саброза — это фракция контрабандистов. Почему я говорю, что они существуют параллельно? Да потому что прокачка репутации с ними, по сути, не влияет ни на что. И тут кроется моя первая проблема. Фракций стало заметно меньше. Причем настолько, что одна из них, протекторат, даже не имеет системы репутации. Ты с ней вроде как взаимодействуешь, но влияние 0. Просто такой себе злодей-декорация, как будто из обязательного набора. Диктатура? Галочка есть. И это реально упрощает сюжет. В первой части у нас был интересный моральный серый фон. Корпорации ужасны, но внутри этого ужаса можно было лавировать, находить компромиссы, делать выбор между злом и чуть меньшим злом. А здесь все куда прямолинейнее. Протекторат — это очевидное зло, остальные — условное добро. Посыл сдвигается с капитализма плохо на капитализм плохо, но знаете, что хуже? Диктатура. И вот это уже немного бьет по ролевой составляющей. Ты не можешь отыграть по-настоящему злого или циничного персонажа. Система просто не дает. В итоге моральный выбор превращается в быть хорошим или быть чуть менее хорошим. А это, согласитесь, немного скучновато для вселенной, где даже зубная паста продается с лозунгом корпоративного контроля. Первые часы игры после пролога ты прибываешь в Аркадию, начинаешь расследовать источники разломов и искать предателя из пролога, агента земной директории Деврис. И тут возникает вторая проблема — беззубость сюжета. Те, кто из вас играл в первую часть, наверное, помнят ваше первое столкновение с миром игры. Помимо того, что твое приключение буквально начиналось с того, что ты случайно убивал человека, просто потому что приземлился ему на голову, добро пожаловать в Хальцин, где даже первая сцена — социальный комментарий. Так дальше ты попадаешь в городок Эджвотер, где твое первое взаимодействие с могильщиком. И этот парень с абсолютно серьезным лицом говорит тебе: даже умереть тут бесплатно нельзя, и отправляет собирать оплату за похороны с родственников покойных. И ты идешь, разбираешься, а потом выясняется, что один из умерших покончил с собой. И это не просто трагедия, это вандализм корпоративного имущества, потому что человек принадлежит компании, и у города нет денег, чтобы компенсировать убытки. Поэтому, да, выкопаем тело, у него же золотые импланты. Мощное мгновенное погружение в мир игры, правда? В Outer Worlds 2 такого нет.
Да, капитализм все еще тут, он вроде жив, бодр, улыбается, но теперь он как будто стал вежливее. Никакого безумия уровня консервы из тунца без тунца, просто слегка злые корпорации, которые борются со злыми диктаторами. Все, что мы видим, это как добрый-добрый капитализм помогает подчиненным злой-злой диктатуры протектората приспособиться к классной новой жизни. Да, есть классный момент с ужасами и абсурдом ментального обновления, но это скорее капля в море посредственности. В целом, вместо язвительной сатиры мы получаем аккуратный и безопасный сюжет, который вроде бы и критикует систему, но делает это как будто с разрешения дела по связям с общественностью. Все та же беззубость присутствует и в диалогах. Я вообще не из тех игроков, кто любит поскипать диалоги. Я обычно любитель поражать все опции, пройти по всем веткам, но, диалоги в Outer Worlds 2 иногда так же интересно слушать, как смотреть, как сохнет краска. Очень много диалогов ощущается как рутинная работа. Типа вот здесь я должен все прокликать, пройти по всем веткам, чтобы случайно не пропустить какую-нибудь инфу для квеста в дальнейшем. Но слушать это, честно, неинтересно. Иногда даже от актеров озвучки идет такой вайб, мол, я должен все эти реплики произнести, получить денежку и уйти домой. Но мне это вообще все по барабану. Первоначально перед вами стоит глобальная задача — найти агента де Врис. И это, скажем, детективная часть сюжета, довольно интересная. Вы действительно ощущаете себя агентом. Ищете секретные комнаты, приходится договариваться с людьми ради получения секретной информации. Одних только способов, чтобы проникнуть на ретранслятор Vox, я насчитала штук 5. И все они заставляют тебя идти на определенную сделку с совестью. Где-то больше, где-то меньше, но все же. Игра вообще здесь классно работает как РПГ, в зависимости от твоего бэкграунда, уровня навыков, черт персонажа и даже компаньонов, которые с тобой в момент квеста, тебе открываются совершенно разные способы решать одни и те же проблемы. Ну и, конечно, прекрасная система недостатков из первой игры, которая во второй части, как по мне, стала еще богаче, реалистичнее и даже где-то забавнее. К сожалению, после того, как вы по сюжету находите агента де Врис и решаете, что с ней, собственно, делать, игра проседает. Из умеренно захватывающего детективного приключения игра внезапно превращается в беготню по разной степени посредственности квестам ради прокачки репутации с разными фракциями, чтобы заручиться их поддержкой в финале. Архив для Ордена освободи, кибертело тетушки принеси, поговорить их вместе усади. В общем, такая себе постоянная беготня, где ты сделал, на экран загрузки посмотрел, квест сдал, получил новый, на экран загрузки посмотрел, сделал, на экран загрузки посмотрел, сдал, и так еще часов 10-15. И вот тут подкрадывается еще одна проблема — локации. Их действительно стало больше, они крупнее, масштабнее, вроде как разнообразнее, но не все из них интересно исследовать. Ближе к финалу это вообще превращается в некое корпоративное испытание на выносливость. Тебе вываливают пачку новых зон, тонну фракционных заданий, и ты сидишь такой: кажется, я устроился в работу в Obsidian Industries. И вот вроде бы все красиво, но ощущается, что ты это уже где-то видел. Прямо классическое чувство дежавю, как будто тебе кто-то продал старую карту под видом нового контента. Например, «Свободный рынок» — это буквально первопроходец из первой части, только с другими вывесками. «Райский остров» — это просто Emerald Vale, но покрашенный в другие цвета. «Сады Лапласа» на Клойстере ощущается как Византия Стеры 2, только если там отключили отопление. И вот я сижу, смотрю на все это и думаю, игра, которая обещала нам больше, масштабнее, интереснее, почему-то выдала то же самое, только под другим углом. Да, красиво, но как-то не хватает искры. Вот этой «Вау, я открыл новый мир». Вместо этого скорее здравствуй, старый знакомый, только ты теперь с новыми текстурами. И вот ты пробрался через все интересные и не очень квесты. У меня, кстати, ушло на это около 50 часов, если кому интересно. И что мы видим? Да, игра действительно стала больше. Даже если брать чисто основную сюжетку, в первой части было 5 квестов. 5. Я даже помню, как пересчитывала их по пальцам и думала: ребята, это точно все. А теперь 9. Почти в 2 раза больше. Казалось бы, ура, больше контента, живем. Но, как обычно, дьявол в деталях. Вопрос в том, везде ли этот рост пошел на пользу? Скорее нет, чем да. Некоторые квесты действительно классные, сюжетно связаны, с интересными моральными выборами и персонажами. Например, все квесты компаньонов действительно интересны и классно прописаны, но об этом позже. А некоторые, будто их придумал скучающий стажер с заданием: сделай хоть что-то, чтобы игрок не заметил, что бюджета не хватило. Типа, собери 15 пружин от автодока, отдай деду за спасибо и получи плюс 10 к разочарованию. Но если абстрагироваться от этого хлама, то в целом сюжет получился цельным, и играть реально интересно. Особенно стоит отметить пролог и финал. Они прям чувствуются мощно, с размахом, и ты реально вовлекаешься. Правда, это и не удивительно. Сделать крутое начало и эффектный финал — это, по сути, базовый навык любого сценариста, а вот удержать внимание игрока в середине — вот это уже высший пилотаж. И тут, к сожалению, Outer Worlds 2 немного прихрамывает. Не упал, но хромает, и это заметно.
В общем, если подытожить, сюжет Outer Worlds 2 хорош. Не идеальный, не гениальный, но хороший. Он умеет задавать большие вопросы о контроле, о свободе выбора, об идеологии, о том, где проходит граница между системой и человеком, который в ней живет, и делает это с юмором, в традициях первой части. Но при этом нельзя не отметить, что иногда темп падает. Есть моменты, где ты только что участвовал в напряженной перестрелке, решал судьбу колонии, а потом тебя вдруг отправляют искать 3 банки консервов для квеста, который не повлияет ровным счетом ни на что. И ты сидишь, смотришь на экран и думаешь: ну да, наверное, это тоже часть человеческой свободы — иметь право скучать. Глава 2. Персонажи. А теперь давайте поговорим о компаньонах игрока. Как и положено у Obsidian, у Outer Worlds 2 новая команда спутников, каждый из них с характером, бэкграундом и возможностями. Честно скажу, когда первый раз увидел ролик с представлением новых компаньонов еще до выхода игры, они мне показались немного такой себе группой по diversity квоте. Мол, вот тебе ампутант с протезами руки и ноги, вот тебе пожилая женщина, вот тебе женщина-инвалид с пришитой рукой, вот тебе ровно один сильный мужик, ну и робот на десерт. К счастью, по мере прохождения игры большинство раскрывается как персонажи, и оказывается, что это не просто набор для галочки, а настоящие живые личности со своими мотивациями, историями и конфликтами. Каждый из них не просто спутник для боя, а источник выбора, эмоций и сюжета, который делает исследование Аркадии гораздо интереснее. Важно отметить, что у всех напарников минимум по 2 личных квеста, что дает им дополнительное пространство для раскрытия. Конечно, ничего не будет лучше, чем персональный квест Викария Макса из первой части, где вы с напарниками обкуриваетесь и убиваете видение в образе его родителей. Но лучше этого уже ничего не будет. Давайте по порядку. Найлз. Агент земной директории, как и вы. Тот самый парень, который 10 лет гонялся за вами по всей галактике, чтобы потом внезапно осознать, что, возможно, зря. Его внутренний конфликт — служить системе или идти своим путем. И он задает, пожалуй, один из самых лучших вопросов во всей игре. Если я служу идее, а не людям, чем я лучше системы, от которой сбежал? Честно, Найлз получился одним из самых проработанных персонажей. Наверное, мой личный фаворит после Тристана. Да, его архетип правильного парня звучит знакомо, но Obsidian удалось его освежить. Во-первых, через прогрессию. Мы реально видим, каким он был 10 лет назад и каким он стал сейчас. Во-вторых, на Найлза можно влиять, и довольно сильно. Он не просто соглашается во всем, что вы говорите, а может реально поспорить, иногда даже слишком. Например, если вы решите пощадить агента Деврис, Найлз устроит вам настоящий скандал, после которого перестанет разговаривать с вами на какое-то время. И вот это шикарно, потому что таких живых реакций в РПГ не хватает, когда спутник не просто кивает на ваше решение, а реально обижается, и мир начинает дышать. Отдельный плюс — у Найлза, кажется, больше всего диалогов в игре. Столько может быть только у НС. Он комментирует буквально все. Локации, события, ваши моральные выборы. Такое ощущение, что у него внутренний подкаст на тему, как вы опять накосячили в этом квесте. Да, он немного страдает от клише, но это тот случай, когда клише работает. В моем прохождении я убедила Найлза покинуть земную директорию и остаться со мной. Получился довольно горький, но красивый финал. Момент, когда правильный агент наконец-то выбирает не долг, а свободу. Марисоль — математик из Ордена Вознесения, с тайным прошлым ассасина. Ее конфликт — холодная логика или человечность. И вот здесь, мне кажется, у Obsidian не получилось. Марисоль — один из последних спутников, которые можете получить, и, честно говоря, ей не хватает времени и контента, чтобы раскрыться как полноценный персонаж. Ее квесты кажутся проходными, а влияние игрока на них заметно меньше, чем у других спутников. Она ощущается как спутник, добавленный в последний момент. Чисто с логической точки зрения понятно, чему мы собираемся учить женщину в возрасте, которая уже прожила всю свою жизнь. Но ведь в этом и есть суть ролплея — давать возможность влиять на персонажа и их историю, а у Марисоль этого почти нет. А еще я словила Багулю в ее квесте, уговорила отпустить NPC, а в игре это физически сделать было невозможно. Ее диалоговая ветка на корабле самая маленькая, со всеми другими компаньонами можно обсуждать других спутников, и их мнение друг от друга меняется в зависимости от прогрессии квестов, а у Марисоль такой опции нет. Спросил один раз, и все. И финальный квест тоже подвел. Перед точкой невозврата она попросила меня выполнить ее личный квест, который я, давно уже сделала. В итоге, мое впечатление о Марисоль крайне смешанное. Идея интересная, потенциал большой, но реализация оставляет ощущение, что персонаж недоработан и не раскрыт в полной мере. Тристан. Судебный арбитр от протектората. Его конфликт — правосудие после человечности. Отличный персонаж для тех, кто любит моральные дилеммы.
Это тот персонаж, с которым ты не просто бегаешь по квестам, ты буквально ведешь моральные дебаты. Он не такой разговорчивый, как Инесса или Найлс, и контента у него вроде поменьше, но честно, Тристан стал одним из моих любимых спутников. Да, архетип у него вроде бы знакомый, рыцарь закона с сомнениями, но Obsidian вытащили максимум из этой идеи. Каждый его квест — это мини-философская дуэль, где ты можешь попытаться переубедить его поступить по-человечески, а не по уставу. И самое крутое, что он, запоминает твои аргументы. С каждым новым разговором он вспоминает, что ты говорил раньше, и начинает сомневаться. Его суждения реально эволюционируют. И при этом он остается собой. Даже если ты полностью изменишь его моральный компас, убедишь ставить людей выше правил, он все равно не покинет протекторат. Он решит остаться и попробовать изменить систему изнутри. Это гениальная деталь, показывает, что влияние игрока не безгранично. Ты можешь направить его путь, но не изменить его природу. В этом вся сила Тристана. Он не превращается в твой клон, он остается самостоятельным человеком. А еще брать Тристана в пати с собой — это просто уморительно. Особенно, когда он выдает свои офисные комментарии. Серьезно, попробуйте взять с собой Тристана на второй личный квест Найлза в гробницу матриарха. Это чистое золото. Инесс. Представительница тетушкиного выбора. Участница биоэкспериментов. Ее конфликт — это наука против морали, холодный расчет или забота о людях. Ее внутренний конфликт — это не просто делать открытие любой ценой против заботиться о людях. Это вопрос: а можно ли быть хорошим человеком, если ты — часть системы, которая делает зло во имя прогресса? И вот через Инесс игра наконец-то возвращается к теме первой части — капитализм как иллюзия выбора. Мы снова задаемся вопросом: человек влияет на систему или просто крутится в ее шестеренках? И Obsidian здесь реально молодцы. У нее огромный кусок контента, аж 4 личных квеста, в зависимости от выбора игрока. И это прям видно, что персонажи прописывали с любовью и желанием дать игроку пространство для моральных решений. Правда, когда я увидела ее в первый раз, я подумала: это же не Око из первой части, вы меня не обманете. И да, архетип тот же. Такая себе сильная женщина-солдат с травмой в душе. Но Инесс тут выигрывает за счет глубины. Ее квесты, кстати, одни из самых ярких. Они реально заставляют задуматься. И у игрока есть ощущение, что его выбор что-то меняет. А еще игра классно обвела меня вокруг пальца. Я всю игру убеждала Инесс, что корпорации лгут, что свободы выбора при капитализме нет, что не надо возвращаться к тетушкиному выбору. А что в итоге? А в итоге лучший финал для нее именно тогда, когда она возвращается обратно. Но не как подчиненная, а как руководительница новой команды, которая помогает людям, пересаживая конечности пострадавшим в Аркадии. Это был такой момент, когда я просто сижу, смотрю на экран и думаю: черт, Obsidian, вы что-то можете, вы это сделали. Инесс — это про принятие. Это про то, что иногда бороться с системой значит остаться в ней, чтобы что-то изменить. И это, пожалуй, одна из самых сильных сюжетных арок в игре. Аза — фанатик из культа разлома с темным прошлым. Персонаж, который обещал быть бомбой, но в итоге оказался петардой. Ее внутренний конфликт звучит мощно. Идеология против личности, фанатизм против рациональности. И вроде бы все карты на руках. Есть интересный сеттинг, мрачное прошлое, личная драма, но Obsidian в этот раз просто не дожали, как и с Марисоль. Аза — одна из тех героинь, где чувствуешь, потенциал огромный, а реализация на полстраницы. У нее реально мало реплик, и она почти не реагирует на происходящее за пределами своих личных квестов. И это странно, потому что сама ее история — настоящая драма о зависимости и потере веры. Молодая, уязвимая девушка попадает под влияние своего научного руководителя, человека, который видит в ней не личность, а инструмент. Он делает из нее пешку в своей игре, и когда правда раскрывается, весь ее мир рушится. Мы узнаем, что весь культ разлома — это не священная организация и не тайное знание, а просто фейковая секта, выдуманная одним чуваком, чтобы дестабилизировать протекторат. И когда Аза узнает, что все ее существование было ложью, что вся ее вера, жертва и миссия — просто манипуляция, логично ожидать какой-то эмоциональной катастрофы. Осмысления, переоценки, разговоров с игроком. Но нет, мы получаем пару реплик в духе «я не знаю, кто я теперь», и на этом все. Ни полноценной беседы, ни размышлений, никакой реакции на действия игры. И это реально обидно, потому что задумка шикарная. Аза могла быть метафорой о том, как рушится вера, когда рушится система. Она могла стать самым сильным персонажем в эмоциональном плане. Но в итоге получился образ, который вроде есть, а вроде нет. А еще, лично мое мнение, она, как и Инесс, опять во многом копирует персонажа первой игры, Элли. У них, даже лицевые модели похожи. Валери или Вал,
Наш робот на десерт, спутница Найлза. Тут, в принципе, особо добавить нечего. У нас был робот в первой игре, у нас есть робот во второй игре. Есть робот, робота надо апгрейдить. Ничего внезапно интересного нам тут Obsidian не добавил. Не то чтобы персонаж совсем плохой, он просто есть. Выполняет свои реплики, делает робо-шутки, сопровождает Найлза с видом, я тоже участвую в сюжете. Но реально интересных моментов почти нет. Ее арка минимальна. Личных квестов нет, философии, что значит быть машиной, тоже нет. Даже апгрейды, которые можно провести с ней, ощущаются скорее как техническое обслуживание, а не развитие персонажа. Вообще, ее персонаж ощущается как новая итерация искусственного интеллекта Ады из первой части, только хуже и меньше. Во всем. Говоря о компаньонах в целом, у меня есть к ним претензия, но она скорее про механику, чем про самих людей. В первой части все было просто и красиво. Если с тобой спутник с навыком взлома, он давал тебе бонус к твоему навыку взлома. Или если с тобой инженер, а мы все таскали с собой по рвате, она могла провернуть за тебя пару инженерных чеков. Прямо классика РПГ. Твоя команда реально помогала тебе взаимодействовать с миром, а не просто стояла в сторонке, кивая головой. А вот в Outer Worlds 2 эта механика почему-то исчезла, как будто кто-то забыл про нее за неделю до релиза. И это реально минус к RPG-элементам. Сколько раз я подходила с Найлзом к двери, требующей инженерного навыка, грустно на нее смотрела и уходила с мыслью: ну ладно, тогда я просто обойду. И вот тут вопрос. Зачем вообще делать персонажей с навыками, если они не могут помочь тебе в мире? Почему механика, которая так хорошо работала в первой части, вдруг исчезла? Это не ломает игру, но отнимает ощущение, что твоя команда действительно влияет на мир. И для ролевой игры это досадно. А вот что реально круто получилось в механике компаньонов, так это развитие их брони. После того, как вы проходите персональный квест спутника, вам выдают апгрейд-кит, который можно использовать для его прокачки. Но это не просто сухой геймплейный бонус, визуальный эффект тоже есть, и он реально радует глаз. После каждого апгрейда броня персонажа меняется в зависимости от выбранного вами навыка. У некоторых появляются шлемы, у Найлза броня наконец-то выглядит законченной, а у Аза, например, исчезает символика культа разлома. И это не просто косметика. Такая деталь классно погружает в ролплей, потому что вы реально видите, как ваше решение влияет на мир и на персонажей вокруг. Когда смотришь на них после апгрейда, невольно думаешь: да, я сделал это, я изменил их путь. Маленький штрих, а ощущение контроля и вовлеченности в игру растет в разы. А вот что еще мне немного не хватило, это взаимодействие между самими спутниками. Не со мной, не с игроком, а именно между собой. Может, это, конечно, какой-то баг, но мои ребята начали болтать с друг другом только после того, как я прошла их личные квесты, что, мягко говоря, странно и выглядит как упущенная возможность. Вот, например, я часто таскалась с Инесс и Тристаном. Идеальная парочка для крепкого и язвительного бантера, скажете вы. У них ведь шикарный потенциал для диалогов. Они буквально зеркала друг друга. Оба застряли в системе, оба осознают, что их используют, и у обоих нет настоящего выбора. Только вот выражают они это по-разному. И это могло бы быть крутым контрастом, если бы им дали поговорить. Через их разговоры можно было бы красиво показать, что неважно, под каким флагом ты живешь. Капитализм, диктатура, бюрократия с улыбающимися масками. Итог один. Простого человека все равно перемалывает система. Но, увы, Obsidian здесь опять не дожали. Бандеров почти нет, и это реально жалко. Такие возможности для живого человеческого взаимодействия, они просто лежали на поверхности. В целом, персонажи Outer Worlds 2 — это сильная сторона игры. У каждого есть своя мотивация, своя история, свои цели, и взаимодействие с ними не сводится просто к «встань рядом и стреляй». Через диалоги, квесты и даже визуальные апгрейды брони они помогают игроку погружаться в мир, делают его живым и насыщенным. Но есть одно «но». Не все спутники получили одинаковое внимание. У одних проработанные персональные квесты с моральными дилеммами и влиянием на сюжет. У других линии кажутся более плоскими или даже вспомогательными, без глубокого раскрытия характера. С одной стороны, персонажи с мотивацией и характером, а с другой, кое-кто все же напоминает NPC из справочника. Есть, чтобы стоять рядом и периодически сказать что-то смешное или полезное. Но даже так, общий уровень проработки команды реально радует, хотя некоторые и сильно напоминают компаньонов из первой части. Глава 3. Геймплей и механики. А теперь поговорим про геймплей и механики. Честно, это не совсем моя стихия, я больше люблю сюжет пообсасывать, персонажей, атмосферу, саунд-дизайн, все, где можно пострадать по нарративу. Но тут мне есть где ставить свои 5 копеек. Если коротко, Outer Worlds 2 добавила кучу новых фишек, и многие из них реально крутые. Если не коротко, то не все сработало так, как хотелось бы.
А если подробнее, то, во-первых, техническое состояние игры оставляет желать лучшего. Я знаю, что какие-то моменты уже начали фиксить патчами, но игра все равно хромает. Я вот не понимаю, кто эти люди в отзывах Steam, которые пишут «оптимизация отличная». Вы кто, NPC или корпоративные агитаторы из тетушкиного выбора? Потому что у меня Outer Worlds 2 выдает стабильный вайбы первых версий Киберпанка 2077. Такое себе ведро с гайками, которое ты отчаянно трясешь, надеясь, что оно не развалится на следующей катсцене. Мой личный пик безумия настал тогда, когда я, отчаявшись играть в 30 FPS, решила по приколу повысить качество текстур, и мой FPS вырос. То есть, чем лучше графика, тем стабильнее работает игра. Объясните это логикой, пожалуйста, потому что у меня такого еще, никогда не было. А вот из багов, чего у меня только не было, пропадали волосы у персонажа, диалоги игрались в разные громкости, одна головоломка просто отказалась работать, колесо выбора оружия исчезало, а камера внезапно переключалась с третьего лица на первое, будто персонаж внезапно вспомнил о смысле жизни. А звук — это отдельная история. Почему? Почему громкость всех диалогов разная? Некоторые фразы вообще звучат, будто их записывали в подвале через банку с веревкой. Без субтитров просто не угадаешь вообще. А еще вот такие штуки в диалогах, и это не единичный случай, тоже вызывают у меня кучу вопросов. Но ладно, поплакали, покакали, давайте поговорим о чем-то более приятном. К счастью, не все так плохо. Есть и много положительных моментов. Outer Worlds 2 реально круто расширила свободу выбора стиля игры. Если раньше ты был либо стрелком, либо болтуном, то теперь можешь быть кем угодно, даже стелс-крысой вроде меня. Я просто обожаю ползать на картонах с ножиком и тихо резать всех подряд. Если в первой части это было болью и унижением, то теперь все работает как надо. В игре появилась куча альтернативных маршрутов. Вентиляции, боковые двери, двойной прыжок, паркур, да даже скрытые пути через шахты. Теперь можно реально проходить все по-своему. И это офигенно. Единственное, чего мне не хватает, это ID-картриджи из первой части. Если кто помнит, эта система была просто шедевром для стелс-билдов, потому что позволяла тебе маскироваться на время под определенную фракцию и спокойно шариться на запрещенных территориях. А теперь все, вырезали. Почему Obsidian? Кто вам помешал? Эта механика была же просто золото. Ну да ладно. Ко всему предыдущему добавляется еще просто огромный выбор различного оружия, брони и гаджетов. Серьезно, такого количества интересных игрушек я не видела уже давно. Не буду тут перечислять все мои фавориты, вам нужно просто попробовать самостоятельно. Да, из-за этого игра чуть теряет фокус, теперь замедление времени не выглядит как главная механика, а просто одна из многих. Но лично мне это не мешает, наоборот, мне кажется кайф, когда можешь выбрать стиль прохождения под себя. Ну и, конечно, на десерт всеми сразу обожаемое новенькое радио, аж с 3 радиостанциями. Все прям как Fallout, ребята, да-да, точно-точно. У меня смешанные ощущения от данной фичи. С одной стороны, вроде круто, и дикторы вроде даже иногда реагируют на твои действия в мире и твою репутацию. Не так активно и забавно, как Fallout New Vegas, но все же реагируют. Вроде и музыка ничего, но честно, от этого радио очень быстро начинаешь шизеть. Поиграв буквально часов 10 с постоянно включенным радио, у меня начала потихоньку съезжать крыша. Причем это радио достало даже моего мужа, который вообще не играл, а просто периодически находился со мной в одной комнате. В общем, не знаю, с одной стороны, вроде даже в рамках атмосферы мира, вот это вот шиза от корпоративных джинглов, с другой стороны, что называется, дозируйте, чтобы не сравнить внутренний корпоративный ребрендинг. В общем, геймплей в Outer Worlds 2 стал куда живее и разнообразнее. Механики прокачались, появилось больше свободы, больше инструментов, больше веселья, но при этом до идеала еще далеко. В принципе, другого от Obsidian мы и не ожидали. Заключение. А оно того стоит? И вот тут мы возвращаемся к главному вопросу. Получилось ли у Obsidian сделать ту самую идеальную игру про выбор и последствия? Скорее нет, чем да. Является ли Outer Worlds 2 RPG года? Ну, тоже нет. Стоит ли вам бросать все и бежать играть в Outer Worlds 2? Ну, да, если вы любите сюжетные научно-фантастические RPG в космосе с выбором, диалогами и спутниками, так же сильно, как и я. Если вам понравилась первая часть, если хотите получить механики и больше разнообразия геймплея, чем в первой части, и если просто хотите весело провести время без сильного напряга черепушки. Но будьте готовы к тому, что выбор важен, но не переворачивает вселенную целиком. Сюжет и персонажи не всегда блещут глубиной и драматизмом. Полировка есть не везде. Если придираться к деталям, найдутся шероховатости. Ну и, конечно, игра, как и многие открытые миры на пятом Unreal, плоховато оптимизирована и присутствуют баги. Мой личный вердикт. Outer Worlds 2 — это не провал. Это такой честный шаг вперед для серии, где видно, команда старалась, экспериментировала, но получилось не везде идеально.
На сегодня все. С вами была Папочка с Лором. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, прожмите лайк и оставьте комментарий. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение по поводу игры. До встречи в новых роликах.